Всем привет! Давно не выпускал никаких видео на своем канале. Ну, собственно, не о чем было особо рассказывать. Машина работает, все нормально, все хорошо. Сейчас собираюсь на четвертое ТО. Пробег уже 38 596. Ну, решил сделать чуть раньше, вот, чтобы там не после Нового года, то мало ли, может, цены поднимутся. Вот, еду в этот раз не в Автомир, а в другой дилерский центр. Называется он, по-моему, Нижегородский, где-то там в Котельниках находится, ну, найду. Вот. Там ТО выходит подешевле. Ну, как бы 14 700 и 30, почти 2000, как-то разница есть. Так что поеду туда, заодно посмотрю, как они там чего делают. Ну и дальше расскажу, что туда будет входить в это ТО и что по итогу по цене получится. Так, вроде 14 700, но посмотрим, может там еще что-то прибавится, фиг его знает. Вот, да, еще один момент, что-то начало стучать у меня с левой стороны, там где колесо левое, ну мне кажется, там где колесо, вот тоже скажу, пускай посмотрят, что это может быть. Может, там ничего страшного и нету. Вот так-то машина ездит, все нормально. На больших скоростях вообще не слышно никаких стуков. А вот на тихом ходу, что называется, там по каким-нибудь ухабам, кочкам, что-то там постукивает. Вот хочу, чтобы посмотрели, что там может так постукивать. Вот, на самом деле ничего страшного нет. Ну, в общем, поехали. Так, ну что же, ТО сделали. Все нормально, машина едет, все замечательно. Значит, что по времени? Где-то в начале 5-го я приехал, где-то, ну, пол-5-го, там, условно говоря, там, может быть, без 20 забрали машину. И в целом, ну, где-то 3,5 часа делали ТО. Что, значит, там делали? На 4-м ТО у меня поменяли фильтр топливный, фильтр салона, фильтр масляный, прокладка сливной пробки, ну, понятное дело, масло, антифриз, замена была антифриза, фильтр воздушный и жидкость тормозную. Аж целых 910 грамм залили. Ну, прекрасно. Вот. Значит, что по цене? Ну, вот с самого начала я там в видео говорил о том, что когда позвонил, сказали 14 700. Напомню, в Автомире это получалось почти 32 тысячи. Вот. Здесь в итоге вышла, значит, сумма общая 15 451, потому что они, операторы, когда записывают, объявляют цену, они не учитывают снятие и установку защиты картера. Вот как получается. Это стоит 690 рублей. Снятие, постановка защиты картера. В итоге получилось 15 451. Это у нас 4 940 сами работы. И 10 511 это расходные материалы. Вот. Значит, какие рекомендации дали? То, что вот как раз стук, я говорил о том, что есть небольшой стук такой у меня по левой стороне, там спереди. Значит, мастер посмотрел, сказал, что это левая передняя стойка стабилизатора, которая не входит в ремонт по гарантии. Она считается расходным материалом. Вот, и ее замена, соответственно, будет уже иметь какую-то стоимость, там, да, стоимость деталей, стоимость работы и так далее. Вот. Ну, как мне объяснили в этом дилерском центре, дилерский центр называется у нас, скажу точно, называется Нижегородец Восток. Вот. Кому интересно будет, погуглите. Значит, мне понравилось у них, во всяком случае, да. И не особо долго, и очень так грамотно все объясняют. Приятно общаться с мастерами-приемщиками. Молодцы. Вот. Значит,
Основные рекомендации: это требуется замена левой передней стойки стабилизатора, которую даже мне не порекомендовали, можете ее сами купить, привезти и заплатите только за, собственно, работы. Вот. Стоимость работы, ну, они там сказали, что это будет вообще недорого. Ну, надеюсь, что так и будет. Значит, дальше из рекомендаций по тормозным дискам. Значит, автомобилю 38638, сейчас вот пробег, почти 3 года. Автомобилю, значит, тормозные диски, задняя ось 11,7 мм при допустимых 8 мм, да, то есть у меня еще есть, так скажем, запас, можно кататься. Дальше, остаток тормозных дисков, передняя ось 27,6 мм при допустимых 21, то есть тоже еще можно кататься вполне. Вот. Что касаемо колодок: остаток тормозных колодок, задняя ось 7 мм при допустимых 2 мм, ну, при допустимых остаточных там, да, 2 мм, то есть тоже еще 10 тысяч я смело пройду, я так думаю. Вот. И остаток тормозных колодок, передняя ось 5,5 мм при допустимых также 2 мм. Вот, ну, то есть, и я так думаю, что еще 10 тысяч пройду до следующего ТО. Да и, собственно, мастер приемщик тоже сказал, что вполне 10 тысяч еще откатаете на этих колодках. Но рекомендовал их прикупить, вот, чтобы уже приехать со своими колодками. А то вдруг приедешь менять в дилерский центр, а колодок нету. В наше время и такое может быть, да. Вот. Поэтому, да, наверное, надо будет прикупить тормозные колодки и стойку стабилизатора и приехать уже, ну, после Нового года. Стойку стабилизатора точно надо будет поменять. Вот, как мне объяснили мастера, значит, что в принципе на ходовые качества как бы не особо это все влияет. Понятно, что неприятен вот стук, который будет все возрастать и возрастать. Вот. Ну, лучше тоже не затягивать, да? И я так думаю, что вот после Нового года надо будет поменять. Вот. Но с учетом того, что деталь, когда ищешь и заказываешь, ее вполне может и не быть, и даже если ты сам покупаешь, да, и она будет какое-то время ехать, то уже до Нового года, естественно, я поменять ее не успею. Тут осталось неделя. Вот, так что буду заказывать, пускай она пока едет, а после Нового года съезжу, тогда уже и поменяю стойку стабилизатора левого. Вот. Ну а колодки тоже закажу, пускай там лежат, когда придут. Вот. И уже, я думаю, к следующему ТО можно будет и поменять колодки. Значит, какие, ну, у меня остались впечатления о этом дилерском центре. Я вот скажу, что все время, вот с момента покупки автомобиля, автомобиль обслуживался у дилера Автомир. Все ТО проходили там. И, кстати говоря, не только на Хавейле, там мы покупали и Kia Cerato, которая была до Хавейла, и Kia Rio, кстати, тоже там же в Автомире покупался, вот, которая была до Cerato. Всегда вот в Автомире мы все делали. Да, там тоже все замечательно, ну, то есть я имею в виду, с тобой и хорошо общаются, тебе все объясняют, ребята тоже молодцы. Но в этот раз решил я посмотреть уже всеми разрекламированный вот этот вот сайт Автоспот. Думаю, дай-ка гляну, какие там цены на ТО получается, если через него смотреть, через этот сайт. И, знаете, вот был, да, удивлен, что действительно цены очень-очень разнятся. И, как оказалось, у Автомира вообще самые большие цены на ТО, на проведение ТО. Там 31 800, что ли, ну, в общем, почти 32 тысячи рублей за 4-е ТО, я смотрел. Также были еще там дилеры, у кого там 24, 26. И вот самые недорогие цены оказались вот именно у этого дилера. Как он, Нижегородец называется? Нижегородец Восток он называется. Вот там вот по сайту 14 там с небольшим тысяч, ну по факту вот вышло 15 400, но, блин, ребята, это не 32 тысячи рублей, это не 32 тысячи рублей. Все-таки 15, ну в половину, можно сказать, в половину дешевле обошлось.
Да, это не рекламирую. Вы можете сами все погуглить, сами все найти в интернете, сами для себя принять решение, где вы и как будете обслуживать свой автомобиль. Ну вот я вот решил попробовать, и да, и сделали все хорошо и достаточно быстро, вот, и недорого. Вот. Так что думаю, что стойку стабилизатора поеду все-таки менять туда, наверное. Вот. Добираться, конечно, ну как, не очень далеко от моего дома, но пробки там частенько бывают на МКАДе. Но ничего страшного. Так что вот, в целом доволен. ТО-4 я прошел. Не знаю, как хотел пройти до Нового года, хотя еще, в общем-то, время не пришло. 40 тысячам, да, там до 40 тысяч еще осталось, там 1500 километров проехать. Но решил сделать до Нового года, потому что, а вдруг после Нового года все подорожает. Ну, черт его знает. Вот черт его знает. Может подорожает, может не подорожает, да хрен его знает. Но решил сделать до Нового года. И по цене, в общем-то, угадал. А так все. Машинка ездит, меня радует. Не устану это повторять. Машина отличная. Вот. А дальше думайте сами, решайте сами. Покупать, не покупать. Все, всем удачи. Ставьте свои лайки, пальцы вверх, пишите комментарии. Все читаю, всем отвечаю. Все. Всем счастливо, удачи. Пока.